Вы знаете, что такое медитация? Медитация — это самогипноз. Во время медитации вы именно погружаетесь в альфа-состояние или даже в более глубокие состояния, и это и есть самогипноз. То есть вы себя погружаете в гипнотическое состояние и погружаетесь глубоко в свое подсознание. Так вот, в состоянии самогипноза человек может себя трансформировать, загипнотизировать, представить любую реальность, визуализировать и таким образом почувствовать, оказаться, прожить ее своими эмоциями, своим состоянием. Так вот, когда мы медитируем, мы погружаемся в альфа-состояние, и мы оказываемся вот в том квантовом поле. Это четвертое измерение. Это и есть то самое квантовое поле, в котором мы трансформируем себя. Да? Во время разборов, проработок и других методов мы оказываемся в этом квантовом поле. Мы путешествуем во времени. Можем оказаться в прошлом, в детстве, мы можем оказаться в своих родовых системах, увидеть своих предков, а можем даже оказаться в своих прошлых жизнях. Это все квантовое поле, где нету времени, все течет одновременно. Мы, кстати, можем оказаться и в своей одной из своих параллельных жизней, тех самых веточках реальности, которые мы хотим, в которые мы хотим перейти. И вот как раз вот во время самогипноза мы можем перейти в эти веточки реальности, когда мы визуализируем те картины, о которых мы так сильно мечтаем, мы ощущаем, мы испытываем эмоции. Вот это очень важно понять. Почему важно медитировать? Многие люди не понимают эту важность, понимаете? Они думают, что медитация — это как бы непонятное состояние и непонятно для чего. И более того, не верят в это, просто не верят, что медитация... Я очень много слышала таких отзывов от разных моих клиентов, которые говорили, что медитация мне не помогает. Вот. Конечно, тут играет огромную роль ваша вера, ваше понимание, я бы сказала. Ну, никто вам не объяснил, что во время медитации вы оказываетесь вот в том самом квантовом поле, где живут ваши многочисленные ветки реальности, и вы можете перейти в одну из тех веток именно той жизни, о которой вы мечтаете. Дело в том, что большинство людей живет в состоянии ума, то есть логики. Ум, который контролирует все, который рационально смотрит на мир, который все объясняет вот с такой материалистической точки зрения, понимаете? Вот. Но в то же время ум, он не обладает чувствами, понимаете? Ум, он все время нас будет возвращать в прошлое, потому что ум оперирует на основе той базы данных, которая у него есть. А какая база данных у него есть? У него есть только наше прошлое. И он будет все время оперировать вот этими прошедшими событиями, прошлым опытом, понимаете? И его самая главная функция — сохранить нашу жизнь. То есть это система выживания, понимаете? Ум всегда будет нас держать именно вот в состоянии выживания. Туда не иди, там опасно. Это не начинай, это опасно. Сиди в своей комфортной зоне. Вот это состояние выживания. И в таком состоянии мы никогда не сможем достичь тех высоких целей, которые мы ставим перед собой. Знаете, это достичь изобилия, финансовой свободы, жить в своем предназначении, в таком потоке и так далее. Именно о том, о чем мы так сильно мечтаем. Да?
потому что ум нас не пустит туда. Ум — это вот такая решетка, которая не пропускает нас туда, в высокие сферы. И только когда мы живем в сердце, не умом, а сердцем. Я вам уже говорила, что у человека есть два мозга. Это вот этот головной мозг, и еще у нас есть сердечный мозг. Ученые обнаружили именно нейроны в сердце. И кроме того, сердце обладает электромагнитным полем, которое в несколько раз превышает электромагнитное поле мозга. Поэтому эта сфера очень мало изучена. Вы знаете, как это неудивительно? Потому что все время было представление, что сердце — это просто такой мышечный насос, который качает кровь. Да? И это была его основная функция. Но теперь мы можем понимать, что идет постоянный обмен информацией между сердцем и мозгом. Эти два самых главных органа человека. И информация от сердца идет намного больше, чем наоборот информация от мозга к сердцу. Знаете, то есть сердце поставляет больше информации, чем мозг. И поэтому вы можете себе представить, насколько важна роль сердца. Не просто как физиологического такого органа, но еще и как духовного органа, который производит вот эти энергии, эмоции высоких вибраций. То есть сердце, оно дает очень много вот этих высоких эмоций. И когда вот человек живет с сердцем, он способен создавать эти высокие эмоции, он способен себя исцелить, он способен именно перейти в ту веточку реальности своей мечты. Умом этого невозможно сделать. Это можно сделать только в состоянии высоких вибраций, которые порождаются сердцем, когерентностью, когда и мозг, и сердце находятся в таком когерентном состоянии, то есть они усиливают друг друга. Когда еще визуализация, плюс высокие эмоции, и все это усиливается многократно. И вот тогда там, в квантовом поле, человек может перейти в то состояние, где он здоров, где он счастлив, где он изобилен, где он достиг своей мечты. Да? То есть, например, у кого-то мечта жить в своем предназначении, создать гармоничные отношения, жить в изобилии. И вот там человек может перейти вот в это состояние и его реализовать, притянуть, потому что он будет вибрировать на очень высоких вибрациях и, соответственно, будет притягивать к себе эту реальность, находясь там, в той ветке, благоприятной ветке, для того, чтобы эта мечта реализовалась. То есть выйти вот здесь он находится в состоянии дефицита, недостатка, в состоянии жертвы, а там во время медитации или самогипноза он переходит в ту ветку реальности, где он уже живет в том состоянии. Очень важно раскрыть свою сердечную чакру, свое сердце, как источник именно высоких эмоций. Добиваться вот этой когерентности между сердцем и мозгом во время медитации или самогипноза. Я вас приглашаю на мои курсы нашей школы «Психосома сердца». На этих курсах мы будем учиться именно так медитировать. Наши практики, наши медитации, они вам помогут именно достигать вот этого состояния, когда ваше сердце и мозг вибрируют на одной волне, в таком когерентном состоянии.